Здравствуйте! Сейчас я вам покажу мой способ первоначального сцепления волокон на примере митинок. Для изготовления тоненьких митинок нам потребуется меринос 18,5 микрон с фабрики Волкнол натурального цвета. Я уже разделила на 4 части. 2 штучки на одну сторону каждой митинги и 2 на другую. И вискоза у меня еще будет вот такая. С Троицкой фабрики. 8 грамм. Шерсти я отмерила 14 грамм. Начинаем. Раскладку буду делать елочкой. Можно делать вертикальную, но, в общем-то, разницы почти нет. Будем делать привычную елочку. Значит, раскладка тоненькая. Работают 2 руки. Дальше меняем направление. Можно делать из любой шерсти в гребенной ленте. 21 микрон, 19 микрон, 16 микрон. Но 18 микрон самая приятная. Самая такая 16 все-таки тонковато для митинок. Вот так вот я раскладываю. И не буду слишком высокие ее делать в области пальцев. Вот, наверное, достаточно мне. Шаблоны у меня на разные размеры по длине. Я его не обрезаю, а просто использую. Вот сколько мне надо, столько использую. Значит, здесь в области пальца тоненькой пасмочкой вдоль края. Здесь тоненькой пасмочкой вдоль края тоже. Ну, здесь можно пошире чуть-чуть со стороны входа кисти. Вот. Если я где-то вижу, что у меня чуть-чуть вот, ну, хочется чуть-чуть доложить, я могу доложить вот в каких-то местах, где наибольшая идет работа вот в этом месте, когда снимаешь митинги, и вот в этом месте, когда надеваешь. Можно чуть-чуть как бы дублировать, чуть-чуть толще проложить. Ну и вот где мне хочется, вот чтобы было чуть потолще. Вот. Одну разложила. Вторую точно так же раскладываю. Начинаю вот отсюда вот так. Из цветной шерсти чуть дольше валяются. Обычно не окрашенная шерсть, она очень быстро сваливается. Вот. Можно, в общем-то, в принципе, из любой, наверное, даже и из кардачоса можно свалять митинги. Просто будут более грубые. Вот. Ну, мне также нравится вертикальная раскладка для митинок. Вот. Тоже получается очень даже хорошо.
Ну вот. Сделали. Делаем дублирующие здесь на пальчике вдоль края вот здесь и внизу чуть пошире. Вот так. Ну и чуть-чуть я в этом месте прикреплю пару пасмочек, чтобы у меня чуть надежнее было. Так, все. Разложила. Сеточкой накрываю. Смачиваю мыльным раствором. Я использую мыло для мытья посуды, которое мне подходит для моих рук. Можно хозяйственным мылом, можно любое мыло, которое вам для ваших рук подойдет и которое не будет вызывать раздражение. Сейчас задача пропитать всю раскладку мыльным раствором, то есть как бы внедрить мыло. Я делаю такими вот легенькими движениями, чтобы посмотреть, вот кефирчик такой образовывается, тогда уже значит то, что нам надо. Лучше взять мыло меньше, чем больше, потому что добавить можно, а вот убрать лишнее сложнее на раскладке. Вот мыло внедрено в раскладку. Сейчас я аккуратно снимаю сеточку и делаю чуть-чуть, вот выравниваю краешек. Вот так вот. Как бы прихлопывая и чуть-чуть сдвигаю, но не сильно, чтобы рулик не получился. Я так делаю такую вот аккуратненькую вот такую вот линию. Со всех открытых срезов, со всех сторон. Вот, ну и пальчик. Так, все. Накрываю эту историю пластиковым мусорным пакетом, кусочком полиэтилена тоненького. Можно не обязательно мусорным пакетом, можно строительную для ремонта вот пленка. Ну, мне нравятся мусорные пакеты, я их активно использую. Вот. Чуть-чуть вот так вот я буквально слегка выгоняю воздух, так, без фанатизма, и переворачиваю. Переворачиваю раскладку. И сейчас я буду загибать края. Вот можно загнуть края таким способом. Вот вместе с полиэтиленом вот так вот. Вот так вот аккуратненько вот получается. Можно вот так загибать края. Можно, а можно вот так. Аккуратненько. Вот. И очень-очень нежненько. Все движения такие легенькие, нежные, чтобы почувствовать край шаблона. Чтобы было все очень аккуратно, потому что от этого зависит качество изделия. Если в этом
вместе поспешить и сделать лишь бы как, то будут рубцы. Поэтому все это делается очень спокойно, без спешки. Чтобы не наделать рубцов. Места, где у нас сгиб, вот пальчик, надрезаем ножницами. И тоже вот это вот припуск этот загибаем. Аккуратненько, аккуратненько все воздух выпускаем вот такими движениями поглаживающими. Немножечко. Вот так. Все. Можно раскладывать в другую сторону. Руки надо вытереть обязательно, чтобы были сухие. Берем следующую часть пасмы и раскладываем. Теперь я уже не так сильно выхожу за пределы шаблона, потому что у меня уже есть на этой стороне раскладка, поэтому я, ну, чтобы не сильно толстая была, делаю так вот, слегка, совершенно легонечко. Раскладываю аккуратненько. Вот. Ну, последний здесь ряд. Вот так. Чуть-чуть вот здесь еще. И можно тоже укрепить вот здесь чуть-чуть. Здесь вот немножко делаем вот такую вот. Вот. И вот здесь тоже прямую такую вот полосочку. Вот. Чуть-чуть. Ну и вот здесь тоже внизу делаем пошире. Чуть-чуть вот в этом месте я всегда добавляю, чтобы при надевании не образовывалась быстро дырка. Так, у меня чуть-чуть осталось шерсти, я ее буквально так чуть-чуть выкладываю. Вот здесь, где пальчик, тоже можно вот такую вот пасмочку. Вот. Вот так. Все. Разложила. Следующую также беру, раскладываю. Точно так же, как и то. Еще раз повторю, что можно раскладывать вертикальной раскладкой, тоже будет хорошо. Но при вертикальной раскладке немножко другой способ усаживания. Похоже, но чуть-чуть там есть момент. Так, почти разложила. Чуть-чуть сюда немножко добавлю. Выложу полосочки.
вот сюда одну пасмочку вдоль краешка и вдоль нижнего чуть потолще. Вот. Чуть-чуть еще подокладываю, чтобы всю шерсть выложить. Где мне вот вижу, что немножко хочется еще чуть-чуть добавить, чтобы наверняка не было никаких дырок. Можно, конечно, и с дырками сделать. Мне нравится делать ажурные изделия, но сейчас мы делаем без дырок. И главное сейчас показать, как я делаю первичное сцепление волокон. Так, накрыли водичкой с раствором, с мылом. Много не лью, лучше потом добавить, чтобы не плавало ничего, потому что когда много воды, волокна будут съезжать. Нам это не надо. Вот. Я делаю вот такими вот движениями касательными, чтобы посмотреть, есть ли кефирчик. И этот кефирчик, он должен проникнуть в шерсть. Ну вот, все. Лишнюю влагу я убираю желтой такой салфеткой. Я не прижимаю сильно, просто вот кладу и чуть-чуть буквально вот то, что лишнее, оно впитывает быстро, эта салфетка. Вот, нам не надо слишком сухое, нам надо, чтобы было достаточно влаги, достаточно мыла, но не лишнее. За сеточкой хочет шерсть. Так, все. Также поправляю краешек. Точно так же. Везде со всех открытых срезов. Теперь можно раскладывать волокна вискозы. Сейчас я их возьму для головки и, значит, волокна вискозы буду раскладывать. Ну, буду раскладывать, наверное, вертикально. Можно облачками, можно два слоя, как кому хочется. Я разложу просто вертикально, потому что сейчас у нас как бы главное это посмотреть, как происходит сцепление волокон в моем случае, а не количество волокон и разнообразие слоев. Так, поэтому я делаю, чтобы было видно хорошо, контрастно немножко. Вот вискозу взяла. Я потом буду красить эти митинги листьями. Поэтому мне, в общем-то, контрастная вискоза здесь не помешает совершенно. Будет голубой фон красивый. В общем-то, меня это устраивает. Я уже такого плана делала, пробовала, поэтому вот делаю еще. Так, второй митинг раскладываю. Здесь я особо не меряю, я так на глаз вискозу выкладываю. Ну, можно померить, чтобы равномерно было все. Для тех, кто в первый раз валяет, можно измерить количество вискозы. У меня на каждую митинку где-то, я пока вот отмерила 8 грамм, посмотрю, как у меня будет. Это троицкая вискоза. Можно другую, можно итальянскую, можно немецкую, в общем-то. Все равно можно волокна шелка.
туса, например, с тусой тоже хорошо. Так, ну вот, как бы готово. Так, дальше я сбрызгиваю из пульверизатора вот такого вот. Чуть-чуть вот как бы делаю орошение, чтобы волокна не съезжали. И вот так. Накрываю сеточкой. Хорошо промачиваю, промыливаю. Делаю кефирчик. Опять же. Кефирчик есть, хорошо. Снимаем сеточку. Накрываю пленкой. Полиэтиленовый. Мусорный пакет у меня. И теперь аккуратненько скалкой, это у меня скалка, я на ней крашу листиками, поэтому она у меня такого цвета. Это обычная скалка для кухни, для выпечки. Вот аккуратненько, без нажима, вот так вот, если нету много воды, то волокна не будут сдвигаться. Все приклеится очень хорошо. У нас задача приклеить раскладку к шаблону и к пакету, чтобы оно было вот приклеено хорошо мыльным раствором. Дальше я переворачиваю и аккуратненько снимаю верхний пакетик, чтобы завернуть края. Здесь вот можно уже мешочек вот вытягивать, и края уже заворачиваются сами. Вот. Дальше тут чуть-чуть еще эти краешки вот так заворачиваем вот так. И со всех сторон я все аккуратненько, аккуратненько, медленно, не спеша, чтобы нигде не было никаких заломов. И очень все должна прочувствовать руками. Вот эти вот краешки шаблона. Потому что от этого зависит успех и качество изделия. Чуть надрезаю здесь тоже. Надрезаю и загибаю тоже этой стороной. И тоже все очень аккуратненько прочувствую пальцами, чтобы чувствовать край шаблона. Шаблон я делаю из шторы для ванны. Ну, такой для душа, для ванны. Такая она не очень тонкая, не очень толстая, такая как такой немножечко полиэтилен. Можно делать из пленки для парников, для моего метода. Ну, пробовала я и на подложке под ламинат, но для больших изделий не очень удобно, потому что оно там надо будет перегибать. Вот. Поэтому что-то вот такое тонкое, но прочное, и чтобы хорошо края прощупывались. Так, дальше раскладываю вискозу. С этой стороны можно разложить, например, облачками. Просто покажу, как я облачками раскладываю. Вот так. Можно также, повторю,
Можно по-разному раскладывать вискозу, вертикально, как хочешь, горизонтально, крест-накрест. Вот. Можно облачками. Посмотрим разницу. С той стороны у нас было вертикально, а здесь облачками. Вот так. Вот такая вот. Мне нравится троицкая вискоза. Я ее много где использую. Вот, и в ажурных вещах, и в плотном войлоке. Вот. Когда-то даже покупала в шкатулочке по интернету. Заказывала, когда жила в Беларуси. А сейчас вот я тоже купила. Мне прислали из России. Так, ну вот. Почти все 8 грамм и ушли. Сейчас посмотрю, где тут еще можно чуть-чуть доложить, чтобы не было сильных просветов. Можно ее и всю не использовать. Так. Вот здесь можно побольше чуть-чуть. Вот в этих местах. Вот в этих. Чтобы надежнее было. Так, все. Брызгаю вот этим вот пульверизатором. Дальше сеточку. Сеточку я для того, чтобы промылить и посмотреть, достаточно ли влаги. Ну, вот, кефирчик есть, значит, влаги достаточно. Лишнего нет. Ну, вот. Хорошо. Ну, можем для контроля тряпочку положить, чтобы убрать лишнюю влагу. Все, аккуратно снимаю сетку. Так. И чуть-чуть вот волокон вискозы собираю к краю, чтобы они не торчали вот везде, где. Так же, как шерсть, волосики. Точно так же волосики вискозы, волокна тоненькие. И прибираю вот так. В общем, все. Можно и не подбирать, они все равно в процессе валяния все сами подберутся. Так, накрываю пленкой. Выпускаю воздух. Вот так. Чтобы приклеить нашу раскладку. И переворачиваю. Переворачиваю для того, чтобы волокна вискозы уже тут тоже вот на эту сторону их. То, что выходит за край раскладки. Чтобы ее немножко вот сюда как бы пригладить.
Вот. И у нас, я забыла тогда, вот этот краешек тоже вот так вот вискозу пригладить, если вот есть чуть-чуть как бы выход за край шаблона. Лучше вот все это сделать аккуратно, чтобы не было потом никаких сюрпризов. Точно так же здесь загибаю тоже волокна на раскладочку. Чуть-чуть надрежу вот здесь. И тоже немножечко приглажу волокна вискозы. Они, в принципе, потом их можно будет подрезать. Ничего страшного, если. И здесь я просто загну. Приглажу их аккуратненько к шерсти. Ну вот и все. Сейчас я закрою опять мусорным пакетом, выпущу воздух и начну валять. Раскладка готова к тому, чтобы начать валяние. Складываю обычно так, чтобы мне удобно было встряхивать. Если большое изделие, то я в квадрат складываю. Ну, если маленькое, вот так вот можно. И начинаю вот такое вот встряхивание, как будто я застилаю простыню. По 20 раз с каждой стороны я считаю так, чтобы мне без усилий, очень легко, очень спокойно, можно побыстрее. Раскладка никуда не денется, она очень хорошо приклеена мыльным раствором между шаблоном и мусорным пакетом, поэтому со всех сторон, в общем, я начинаю так стряхивать. При достаточном количестве мыла, воды очень все быстро происходит. Ну, конечно, зависит от шерсти. Троицкая шерсть сваливается хуже, сцепливается. Для нее надо больше времени. Крашеная шерсть тоже чуть больше, чем не крашеная. Вот я переворачиваю в другом направлении. Меняю направление. Я работаю с маленькими детьми в школе. У них очень быстро все сваливается. Они вообще, я даже удивляюсь. И вот заметила, что чем свободнее и меньше усилий, тем быстрее и легче все сцепливается. Это вот такое наблюдение. Большое изделие чуть дольше времени надо, потому что, видимо, из-за того, что оно так потяжелее и немножко идет сопротивление. А вот когда изделие легкое и маленькое, оно вообще за 2-3 минуты и волокна сцепляются. Ну вот можно посмотреть сейчас, приоткрыть чуть-чуть и посмотреть. Вот у нас практически уже все сцепилось. Уже чуть-чуть еще можно потрясти, потому что, ну, для надежности. Я обычно так вот для перестраховки. Уже, в принципе, волокна сцепились. Прошло пару минут всего.
можно чуть-чуть побыстрее, когда уже все, вот смотрим, тянется вместе с шаблоном. Так, чуть-чуть еще. Для надежности. Вот, и еще разочек. Если вам кажется, что волокна еще не сцепились, лучше потрясти подольше. Ну вот у меня они сцепились. У меня даже тут что-то прицепилось еще. То, что не надо. Я его пока могу вытащить. Все, можно снимать нитинки, можно снимать с шаблоном. Я снимаю аккуратненько. Вот смотрим, никаких рубцов. Аккуратненько все. Нету никаких сюрпризов. Все нормально. Смотрю, проверяю. Все хорошо. Все отлично. Вторую нитинку снимаю тоже самое аккуратненько. Проверяю входы. Проверяю боковые вот эти линии, где край шаблона был. Все нормально. Ну все, сейчас я чуть-чуть их подбрасываю, немножко буквально, чтобы уже наверняка все волокна. И дальше у меня идет, я опускаю в теплую воду с уксусом. Уксус я использую винный, потому что здесь он самый дешевый. Вот, поэтому, ну вот. Все полотно стабильное. Можно теперь спокойно опускать воду с уксусом, чтобы это мыло убрать, отработанное. Вот, проверяю, как тут у нас все вроде в порядке. Даже не видно, где был край шаблона. Вот вообще. То есть вообще не видно. А я ничего не делала, не терла, ничего не, как говорится, при валянии с машинкой возможно линии по краю шаблона, такие как швы. А вот при таком способе вот швов не бывает, если все правильно сделано. Дальше я понесу, вылью этот раствор и добавлю горячую воду, чтобы заново намылить митинги, чтобы доваливать их. Сейчас покажу, как я это делаю. Значит, вот у меня тут теплая вода с мылом, чуть-чуть добавила свежего мыла. Ну вот я хорошо тут их промылю в тепленькой водичке. Вот чуть-чуть слегка отожму и вот буду валять. Ну, валяю я вот. В общем, каждый валяет как хочет. Может быть так, можно как нравится. Главное делать какие-то движения, чтобы это все сваливалось. Ну, постоянно проверяю края. Это всегда в любых изделиях. Я постоянно, каждую минуту, вот чуть-чуть поваляла, проверила края. Неизвестно даже, на что больше времени идет, на валяние или на проверку краев. Ну вот дальше вот. Опускаю, грею чуть-чуть тазик с водой тепленькой, с мылом. Ну и дальше опять проверяю края. Так я валяю любые изделия, которые я... И плотный войлок, жилеты, жакеты, пальто.
Точно так же, ну, там в большом изделии проще, что там под собственным весом все это быстро уваливается. Здесь надо немножко больше движений в маленьком изделии, потому что у него нет своего веса почти. Тут митинги будут весить всего 22 грамма. Подогреваем, и на каком-то этапе я начинаю валить в ширину. Валивать вот так вот. Кладу митинг вот так. И вот при раскладке вертикальной вот основное вот валяние, это вот в ширину, в длину растягивается изделие специально, а в ширину вот так вот уваливается. При вот раскладке елочкой можно по-всякому, можно и в комочке повалять. Вот. Лишнее уберем. Смотрим, что у нас происходит. У нас уже происходит хорошо, усадка уже началась. Таким способом я валяю все. И ажурные изделия. Ну, в ажурных немножечко там процесс доваливания чуть-чуть другой. Ну, вот в плотных изделиях, вот, по крайней мере, митинги вот так. Так, вот даже чувствую, что можно было бы поменьше. Ну, в принципе, нормально. Проверяю края постоянно. Так. Вот. Такой войлок уже такой чувствуется. В принципе, вот для одежды можно было бы и такой вот войлок. Ну, чуть-чуть еще повалять. Для митинок надо побольше, чтобы у меня коэффициент увеличения 2. Для того, чтобы они дольше носили, чтобы они были более такие стабильные, не порвались там через пару недель. Их, конечно, большой коэффициент очень. Значит, смотрим, как у нас идет процесс. Вот сейчас покажу на шаблон, чтобы видно было. Вот уже какого размера у нас митинг уже получилось. Уже вот видно, да? Чуть-чуть и все, и уже готово. Я не доваливаю, стараюсь не доваливать до самого вот нужного размера, потому что в процессе полоскания еще происходит усадка. Также я чуть-чуть не доваливаю до нужного размера, потому что я потом крашу, и в процессе окрашивания, вернее, не в самом процессе окрашивания, а когда уже после окрашивания я буду полоскать, тоже чуть-чуть идет усадка. Вот, значит, сейчас покажу, как я делаю, чтобы вот эти вот края не были слишком широкими. Вот я их делаю такие движения, но я делаю очень легко, совершенно почти вот на весу, почти без усилия. Они тогда многовато мыла, я вот так вот я вот такие движения, чтобы оно как бы перекатывалось вот между собой. Не тру сильно, а просто перекатывается. И вот тогда у меня вот в этой области очень хорошо, быстро, вот смотрите разницу. Вот я чуть-чуть перекатывала, уже вот разница есть, да? Вот тут больше, тут меньше. Сейчас я попробую. Точно так же пальчик я делаю. Вот
чуть-чуть вот так в этом направлении. Это можно сделать даже уже когда выполоскано мыло, даже еще и лучше. Вот вход тоже я делаю. Серединка, она сама быстро сваливается. А вот входы, они так как бы сложнее. Поэтому вот можно вот такими движениями помочь сделать хороший размерчик, чтобы ничего не торчало нигде. Ну вот, разница уже вот здесь вот есть такая хорошая. Сейчас я вторую нить тоже самое сделаю. И я стараюсь не доваливать до прям вот нужного размера, потому что потом при полоскании еще чуть-чуть изделие усаживается. Хотя вот при такой раскладке его можно растянуть, в общем-то. Значит, смотрим. Ну, уже практически одинаково. Люблю, когда края неровные. Вот мне нравится такое, чтобы было видно, что это не сшитое изделие и не сделанное из ткани, а такой вот немножечко краешек чуть-чуть. Ну, не кривой, но он просто такой вот естественный, такой натуральный. Вот. Ну, тут все это можно подтянуть, все неровности, если хочется совсем ровный край, можно и обрезать. Но я не очень люблю резаные края. Вот такая вот. Все быстренько всаживается. Сейчас я примерю. На мыльные руки можно нормально надеть. Не покажу, что у меня получилось. Так. Вот, примерно так. Ну вот, почти. Вот чуть-чуть оно свободновато, но я говорю, что в процессе полоскания и потом сушки оно все усаживается. Ну и покраски. Ну, садится как надо. Ну вот, в принципе, нитинки готовы. Сейчас я их пойду прополоскаю и буду красить. Спасибо за внимание. Вот я, значит, прополоскала нитинки. Они еще такие, ну, как бы форму надо им немножечко придать. Ну, вот можно их, допустим, уже когда прополоскаешь, можно, если они, вот, допустим, здесь чуть-чуть еще кажется, что широковатые, можно еще в таком вот виде, во влажном, их чуть-чуть, они еще садятся. Еще у них есть, как говорится, такой еще способ чуть-чуть уменьшить. Вот. Ну вот нитинки я для сушки, значит, выравниваю все вот края и вот чуть-чуть вот так вот сдвигаю. Смотрю, где у меня потолще, там будет у меня внутренняя сторона, вот это потолще, где ровно мы выкладывали. Значит, я сдвигаю тогда вот в эту сторону чуть-чуть пальчик, чтобы удобно было. Вот так. То есть получается вот чуть-чуть вот он как бы сдвинут. Вот идет такая вот как складочка, ну, естественная. Вот в таком виде я их сушу. Можно их отпарить и потом сушить. Ну, так как я буду их красить, поэтому я их вот готовлю к покраске. И второй вот тоже точно так же. Чуть-чуть вот этот пальчик сдвигаю. Ну вот, все получается у меня вот. Я предварительно вот валяла, тоже вот они у меня почти высохли.
митинги. Я их мерить не буду, потому что они еще влажные немножко. Вот. Я валяла раньше, вот покажу. Тоже вот с голубой вискозой, белая шерсть. Здесь, правда, 21 микронка. Вот я покрасила листиками, они такие немножечко своеобразные получились. Вот такие вот удобные, очень комфортные. В принципе, они растягиваются на любой размер. Можно их растянуть. Вот, они тянутся. Вот. Точно так же я валяла, только с разреженным шелком. Вот эти вот, правда, здесь из 16 микронки. Они тоже вот немножко как бы тянутся. Ну, то есть с ними удобно очень. На руках почти не чувствуешь, то есть они не мешают, они приобретают форму руки в процессе. И очень-очень комфортно, очень удобно. Такие вот митинги. Спасибо за внимание.